Привет, сегодня у нас пятница, 25 апреля. И давайте посмотрим, что у нас на рынке. Больших изменений у нас нет. Мы так и стоим в этом боковике, да, там 94 400, 92. И это на самом деле для шортов не очень мне все это нравится. Потому что чем дольше стоим, тем дольше копим силы. И я не исключаю, что мы можем выйти вверх. Да, в идеале как бы хотелось увидеть, ну то есть либо отсюда сразу там на ретест уровней внизу, либо там я думал, что заберут там условно 95, ну может до 96 сходят, соберут всю ликвидность и вниз пойдут. Но мы запилили в боковике в таком жестком, да, и пока в нем стоим. Собственно говоря, может повториться вот такая история с выходом вверх. Да? Что я буду делать в этом случае? Я в любом случае буду ждать где-то до 96, потому что все-таки есть такая вероятность, что снимут здесь ликвидность как бы и пойдут вниз. Либо сейчас пойдут вниз, не знаю, там вчера вечером пошла информация, что Индия с Пакистаном там конфликт какой-то, да, у них. Может на этом пойдут. Ну, не знаю. Но на всякий случай я взял опционы. 10 контрактов я взял с экспирацией 16 мая, но на эфир. Чтобы мне захеджировать свои шорты. На эфир я взял колы. Почему на эфир? Ну, потому что у нас мы стоим возле уровня наклонного этого сопротивления. Да, и если мы выйдем вверх, то мы можем прям очень хорошо пойти. Ну, понятно, у нас здесь есть там сопротивления какие-то и так далее. Но эфир это такая штука, которая может как бы вот такие вот палки рисовать. Как вниз, так бывает, хоть и реже, да, но такое же бывает и вверх. У меня на 2,5 я взял со страйк ценой, но как бы взял я их сейчас за копейки. Понятно, что если цена пойдет вверх, они будут дорожать уже. Да, и я не исключаю, что мы там к середине мая можем и до 3000 дойти. Как бы в любом случае это мой хедж. Как бы стоят они сейчас копейки. Но если мы пойдем вверх, как бы я думаю, что можно будет нормально заработать. Ну или хотя бы захеджировать свои риски по шорту биткоина. Да, это как бы вот один хедж. И второй я все-таки там смотрим на... Чего это не то? Куда смотрим? Подождите. Смотрим мы на ликвидации. Да, это 7-дневный таймфрейм. То есть у нас основная ликвидность вверху. Ну вот где-то до 96. Может 96-100 я поставлю, как бы, и буду из шортов выходить, если пойдет выше. Если дневку посмотреть здесь, да, то ну вот до 96 как бы основная ликвидность. Вот мы можем ее забрать, как бы, и пойти вниз. Если посмотреть 7-дневный, да, внизу у нас там ликвидность, она практически там, господи, ее много. Вот до 85, как бы, вот это вот можно забирать вообще спокойно. Вверху, то есть у нас получается до 96 основные ликвидации. Внизу там вообще непонятно где. Ну, то есть здесь показывается просто у нас получается до 82, то что дальше там просто нет пока. Ну, данные он не показывает, да, это можно по другой карте посмотреть. Ну, собственно, вот такая история у меня, такие мысли в голове. То есть выходить я буду, если мы пойдем вниз. Можно, конечно, 84-85 дождаться. У меня вообще там когда-то там тейки стояли, я бы на 85 бы выходил. Ну, здесь сейчас вот не знаю, может вот здесь буду выходить где-то на 88.
89 там, с каким-то небольшим убытком. Так, по эфиру что у нас? По эфиру так вот мы как бы в это сопротивление и тыкаемся, стоим. Ну, когда-то мы можем как бы дотыкаться, что полетим вверх. Тем более доминация сейчас на хаях, как бы, поэтому эфир вполне возможно, что стрельнет хорошо. Но также есть и как бы вариант, если биткоин сейчас пойдет вниз, да, опять ретест этого уровня. Если не удержим, то там уже 1300. Так, что я еще хотел сказать? Ну, по поводу вчера, то, что я рассказывал там на биржах неэффективности, как бы, да, нашел я там какие-то монетки, где маркетмейкер сам с собой торгует, где нет ликвидности, и, в принципе, вы можете тоже поискать. По внешнему виду, как бы, их будет понятно. Просто берете там, допустим, фьючерсы и фильтруете их по дневному объему торгов, минимальному. Ну и начинаете там лопатить их. Если там перелопатить достаточное количество, то вы там 5-6 штук найдете. Но в чем проблема? Я оттуда вчера вышел. Там нет ликвидности от слова совсем. То есть ты в стакан кидаешь даже 100 долларов, как бы все, цена от него отскакивает, то есть его не забирает этот ордер. Видимо, маркетмейкер, там есть механизмы какие-то более-менее умные, да, которые, если какая-то сторонняя ликвидность там в стакане появляется, они, исходя из этого, там меняют, наверное, свои алгоритмы, я так думаю. И то есть, если то, что я брал по рынку, если раньше там было видно, что за сутки как бы там есть какие-то вверх стрелы, да, то как бы уже с моими деньгами как бы никаких вверх стрел там как бы не было. Ну, то есть все, она там телепается возле этой цены, как бы, и все, и ничего дальше не происходит. Я оттуда вышел. Ну, как бы, если 100 долларов ты туда закидываешь, как бы получаешь ничего, то, как бы, ну, о чем говорить, не знаю, по 10 долларов там торговать, ну, и смысл какой, ну, даст она там палку на 30-40%, получишь там 3-4 доллара, это я не знаю, у кого уж совсем там какие-то маленькие депозиты, они могут попробовать этим заниматься. А так даже, ну, смысла нет никакого. По листингам тоже. По листингам надо искать, которые листинги первичные. То есть я вчера на Мексе смотрел, ну там листинг как бы он на Мексе-то новый, ну а по факту старый, то есть он открывается уже там с бэкграундом. Или либо они на премаркете их сначала листят. Ну если на премаркете, я так понимаю, что там, чтобы тебе открылся премаркет, тебе надо там застейкать там какие-то там их токены этой биржи, да, на какую-то сумму денег. И тогда они тебе там премаркет какой-то откроют. Ну как бы нафиг это надо. Опять же, хотя вот новые листинги, да, там есть кое-какие у меня мысли, если там поискать, где листятся там первый раз токены, то ну, можно там что-то поделать. Посмотреть какую-то, может быть, получить прибыль. Ну, потому что если вот начальные параметры смотреть, то там есть как бы, да, за что зацепиться, какие-то поискать закономерности. Но я сейчас думаю, все-таки с опционами я как бы нашел, что там и как делать. И как бы там есть варианты, наверное, поинтересней, чем заниматься там этими листингами, неэффективностями и так далее. Там есть дельта-нейтральные стратегии, как бы, где ты, ну, если ты закрываешься прям в первый день, да, то там и какая-то, хотя бы какая-то волатильность есть, то 5-10% от позиций там можно спокойно закрывать. Ну, каждый день, соответственно. Дельта, про которые неэффективности, как бы, этот говорит. Ну, как бы, да, там есть смысл, но когда у тебя, как я вчера рассказывал, когда у тебя депозит там миллионы, уже тогда как бы есть смысл этим заниматься. 0,3%, ну, условно, не знаю, если у вас там 20-30 тысяч долларов, что это? 0,3%. Процент это там 200 долларов. Да, 0,3% это, ну, сами посчитайте, короче. 60, там, 70.
долларов, как бы, ну, смысла это не имеет. Я думаю, что на опционах можно побольше сделать. Я там с демки уже ушел, как бы, там реальный счет. И все. Ну вот я сегодня как бы добрал там колов. Ну, на биткоин тоже взял, но там совсем маленькая сумма. Поэтому если пойдем вверх, то как бы закрываю опционы и закрываю как бы фьючи и фиксирую убыток на 96, да, но при этом у меня там опционы как бы будут давать. Либо если идем вниз, ну теряю я. Ну хотя что теряю-то? Ничего я не теряю. У меня там экспирация 16 мая. Еще можем вверх и вниз и вверх сходить. Как бы пофигу. Ну даже если я потеряю там стоимость опционов, я туда закинул, господи, 100 долларов. Это я заплатил за 10 контрактов по эфиру 60 баксов. 10 контрактов, это условно, если там вдруг произойдет, что там будет 3000 стоить эфир, да, это я там заработаю. Если до даты экспирации, допустим, если это быстро произойдет, то не знаю, там могут быть проценты быть дикие. Ну, то есть пока еще у меня стоимость самого опциона как бы не развалится. Ну, даже так, если 3000 там к маю будет, в середине мая, да, это у меня по 500 долларов с контракта, 5000 долларов. А вложил я условно 60. Ну, то есть, понимаете, да, соотношение риска как бы к прибыли. Ну, понятно, это как бы надо брать под волатильность. Ну, вы помните, я как-то там брал уже под выступление там Пауэлла там и так далее, как бы, ну, ты надеешься, что будет волатильность, там берешь опционы, как бы, а вместо волатильности тебе хрен. Рынок как бы никуда не идет. В таком случае ты, конечно, понятно, что теряешь деньги, но как ты их теряешь? Ты как бы, ну, видишь, что, допустим, нет волатильности, ты можешь закрыть их, допустим, на следующий день, если ничего не произошло. Понятно, что потери тоже будут, наверное, процентов 30 ты там потеряешь. Но 30 это не 100, и поэтому можно ими пользоваться. Ну, если брать, допустим, не короткие перед выступлением, не совсем с экспирацией там на следующий день или через день, какие-нибудь двухнедельные, то они все равно в стоимости как бы теряют, конечно, но не так, что ты нет волатильности, допустим, цена стоит на месте, и ты там через день или через два закрываешь, ну, потеряешь ты там, да, может, 10%. Так, как-то так, как-то так, как-то так. Что еще нового, интересного? Да ничего, не нравится мне, конечно, как биток ходит. Ну, то есть мы 2-3 дня растем, и на неделю как бы встаем в боковик. И ты как бы сидишь, ничего не делаешь, по сути. Да, если у тебя шарты, как бы, ну, можно лонги открывать, но отсюда 92 как бы лонг открывать. Да, ну, такое себе удовольствие. Это опять будет замок, это сейчас все упадет там условно в 84. Или там, что еще хуже, 80, у тебя там позиции-то на 92 как бы останется. Понятно, что он туда вернется, скорее всего, но это опять сидеть, поэтому я все-таки думаю, что нашел я тему по опционам интересную. Довольно-таки. Но там все равно нужна волатильность какая-то, ну, хотя бы вот побольше, чем $1,5. Ну, здесь, правда, не полтора, да, 2. 2 с копейками. Это, конечно, маловато. Так, ладно, всем хороших выходных. На выходных, если что-нибудь куда-нибудь полетим, упадем, то запишу еще видео. А так, всем удачи и пока.